Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот очаровательные слитки. Вяжутся они очень легко, выглядят очень красиво и эффектно. В данных слитках присутствует два шва. Один шов по мыску, второй по пяточке. Но данные швы очень аккуратно смотрятся, все очень красиво и оригинально. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами 3,5 мм. Прежде чем приступать к вязанию, давайте разберемся с данной моделькой слитков. Данные слитки я вяжу на размер ножки 37-38, но по данному видео вы сможете эти слитки связать на любой размер вашей ножки. Слитки состоят из такой вот заготовки. Смотрите, ширина данной заготовки идет стандартная. Данная ширина должна быть от 18 до 20 сантиметров. У меня моя ширина слитка примерно 19,5 сантиметров. А именно длину мы рассчитываем для каждого размера индивидуально. Изначально мы провязываем обычным ровным полотном и далее делаем убавление петель на пальчике. Для того, чтобы получить мне ширину в 19,5 сантиметров, я набирала 35 петель. Раппорт данного узора составляет 6 петель в ширину. Получается, так как мы вяжем этот узорчик поворотными рядами, нужно набрать еще 3 петли для симметрии и 2 кромочных. Так как я вяжу свои слитки на размер ножки 37-38, мы должны знать длину стопы для нашего размера ноги в сантиметрах. Для размера ноги 37 длина стопы 23,5 сантиметра, а для 38 размера 24,5 сантиметра. Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует своя длина стопы. Я возьму среднее значение 24 сантиметра. И чтобы слитки хорошо сидели у нас на ноге, мы отнимаем, получается, от 24 моих сантиметров 10% на растяжение. И это получается 21,6 сантиметров. Я округлю в большую сторону до 22 сантиметров. И получается, общая высота моей заготовки должна получиться 22 сантиметра. Убавление петель также величина идет стандартная. На убавление петель мы с вами оставляем 6 сантиметров. И теперь мы можем рассчитать, сколько нам нужно связать до убавления петель. Получается, от 22 сантиметров от общей длины моей заготовки я отнимаю 6 сантиметров, которые займут убавление петель. И получается, обычным ровным полотном я должна связать до убавок 16 сантиметров. Получается, именно вот это вот значение у всех будет разное. Получается, до убавок мы вяжем 16 сантиметров. И далее убавки у нас будут составлять у всех 6 сантиметров. Итого моя заготовочка получится 22 сантиметра. Раппорт узора в высоту составляет 12 рядов. Но данный узор очень хорошо запоминается, и после первого раппорта с легкостью можете запомнить все 12 рядов раппорта. Далее получается, после того, как мы свяжем вот такую вот заготовочку, мы стягиваем петли на мысочке, делаем один шов по мыску, второй шов по пяточке и обвязываем крючком по кругу, чтобы край слитка был ровный, аккуратный. И если, допустим, вы будете волноваться, что ваш следок будет спадать с ноги, именно этой вот обвязкой вы можете отрегулировать, чтобы следок ваш хорошо сидел на вашей ноге. Получается, делаем обвязку немножко туже, чем вы делали это обычно. Если, допустим, следочек хорошо сидит на ножке, и вы делаете обвязку просто для того, чтобы красиво этот край смотрелся, получается, сильно вот эту вот обвязочку не затягивайте. Надеюсь, что принцип вязания данных слитков вам понятен. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На 2 спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я сейчас наберу 35 петель.
Получается, раппорт узора у нас состоит из 6 петель, плюс 3 петли для симметрии и 2 кромочные петли. Кончик оставляем немножко побольше, чтобы этим кончиком сшить задний наш шов. И после того, как все петли набраны, мы приступаем к вязанию первого ряда нашего раппорта узора. Первый ряд вяжется ниточкой первого нашего цвета. Это у меня идет белый цвет. Первая кромочная петля на протяжении всего вязания будет сниматься не провязывая. И далее весь первый ряд мы провязываем лицевыми петлями. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Второй ряд мы вяжем также ниточкой белого цвета. Получается, кромочную первую петлю я снимаю, и далее все петли я провяжу изнаночными. Последняя кромочная петля, как мы помним, также всегда вяжется изнаночной петлей. И начиная с третьего ряда мы будем присоединять нить контрастного цвета. У меня будет идти нить синего цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой именно тогда, когда у нас меняется цвет нити. И далее провязываем 4 лицевые петли. Следующую петлю мы снимаем не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой. Далее 5 лицевых петель. Данный раппорт узора, состоящий из 6 петель, повторяем далее до того момента, пока у меня на левой спице в самом конце не останется 6 петель. Получается, петлю мы снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее 5 лицевых петель. Обратно петлю снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой. 5 лицевых петель. Петлю снимаем не провязывая, рабочая ниточка за работой, 5 лицевых петель. У нас на левой спице остается 6 петель. Мы сейчас также снимаем петлю не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой, 4 лицевые петли. И последняя петля кромочная провязывается изнаночной петлей. Смотрите, в серединке мы с вами провязывали по 5 лицевых петель, только в самом начале мы с вами провязали 4 лицевые петли и в самом конце 4 лицевые петли. Четвертый ряд по изнаночной стороне провязывается также ниточкой синего цвета. Получается, все синие петли мы провязываем лицевыми, все белые петли, которые мы снимали в предыдущем ряду не провязывая, в этом ряду мы также их будем снимать не провязывая, только рабочая ниточка уже будет располагаться перед работой. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее провязываю 4 лицевые петли. Вот эту белую петлю снимаю не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 5 лицевых петель. Петлю снимаем не провязывая, рабочая ниточка перед работой. 5 лицевых петель. Петлю снимаем не провязывая. И таким образом провязываете полностью весь ряд до конца. Мы с вами провязали четвертый ряд. Смотрите, кончик от синей нити мы можем прятать по изнаночной стороне самостоятельно. Белым кончиком мы будем в самом конце сшивать следок, поэтому он у нас остается. Рабочие ниточки белую и синюю никогда мы не обрезаем. Чтобы не образовывалось сильно больших протяжек, мы, получается, перед каждым лицевым рядом перекручиваем вот эти вот ниточки, и у нас не будет образовываться сильно больших протяжек. Я перекрутила между собой ниточку белую с синей, и дальше еще 2 ряда буду провязывать ниточкой синего цвета. Получается 5-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая.
И далее в пятом ряду все синие петли мы провязываем изнаночными петлями, все белые петли мы снимаем, не провязывая, рабочую ниточку будем располагать за работой. Получается 4 изнаночных петли. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой. 5 изнаночных петель. Петлю снимаем, не провязывая. 5 изнаночных петель. Петлю снимаем, не провязывая. И таким образом вы провязываете весь ряд до конца. Шестой ряд провязывается ниточкой синего цвета. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. И получается в шестом ряду мы вяжем все синие петли лицевыми, все белые петли будем снимать, не провязывая, рабочую нитку располагать перед работой. Получается у нас 4 лицевые петли. Одну петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка располагается перед работой. Далее 5 лицевых петель. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка располагается перед работой. 5 лицевых петель. Также петлю снимаем, не провязывая. И таким образом вы провязываете ряд до конца. Далее у нас идет седьмой ряд. И в седьмом ряду мы поднимаем ниточку белого цвета. И будем сейчас 2 ряда провязывать ниткой белого цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как меняется цвет рабочей нити. И далее все петли я провязываю лицевыми, без исключения. Смотрите, вот эти вот синие петли у меня провязываются за правую верхнюю стеночку петли. Все белые петли, которые мы снимали, не провязывая, за правую нижнюю стеночку петли. Смотрите, где у вас располагается правая стеночка, чтобы петли не получились перекрученные. Восьмой изнаночный ряд мы вяжем, получается, также ниточкой белого цвета, все петли изнаночными. Девятый ряд, первая кромочная петля провязывается лицевой, и далее я провязываю 1 лицевая петля. Следующую петлю я снимаю, не провязывая, рабочую ниточку располагаю за работой. Далее 5 лицевых петель. Следующую петлю я снимаю, не провязывая, рабочую ниточку располагаю за работой. Далее обратно 5 лицевых петель. Смотрите, вот эти вот 6 петель раппорта, одну петлю снимаем и 5 лицевых, провязываете до конца ряда, пока у вас в самом конце не останется на спице 3 петли. Получается, одну петлю снимаем, не провязывая, далее 5 лицевых петель. Петлю снимаем, далее 5 лицевых петель. Петлю снимаем, не провязывая, далее 5 лицевых петель. У нас на левой спице остается 3 петли, поэтому одну петлю я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой. 1 лицевая и кромочная петля. Получается, смотрите, в серединке мы с вами провязывали по 5 лицевых петель синим цветом, а в самом начале и в самом конце провязали по 1 лицевой петле. Далее провязываем 10 ряд ниточкой синего цвета. И получается, в 10 ряду мы вяжем все синие петли лицевыми, все белые петли снимаем, не провязывая, рабочую ниточку будем располагать перед работой. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее вяжем 1 лицевая петля. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка располагается перед работой. Далее 5 лицевых петель. Одну петлю снимаем, не провязывая.
5 лицевых петель, петлю снимаем, не провязывая, рабочая нитка перед работой, 5 лицевых петель. И получается, таким образом вы довязываете полностью весь ряд до конца самостоятельно. 10-й ряд я довязала до конца самостоятельно, перекрутила между собой ниточку белую с синей, и теперь еще 2 ряда, 11 и 12 провяжу ниткой синего цвета. Получается 11 лицевой ряд. Все синие петли на спице мы провязываем изнаночными, все белые петли снимаем, не провязывая, рабочую ниточку будем располагать за работой. Первую кромочную петлю я снимаю, далее провязываю 1 изнаночная петля. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая нитка располагается за работой. Далее 5 изнаночных петель. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая нитка располагается за работой. 5 изнаночных петель. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая нитка располагается за работой. И таким образом довязываем полностью весь ряд до конца. И далее идет 12 ряд раппорта узора, последний ряд. И получается, в 12 ряду все синие петли мы провязываем лицевыми, все белые петли снимаем, не провязывая, рабочую нитку будем располагать перед работой. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и далее вяжем 1 лицевая петля, петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка перед работой, 5 лицевых петель, петлю снимаем, не провязывая, рабочая нитка располагается перед работой, 5 лицевых петель. И так получается далее. Довязываем ряд до конца самостоятельно. Мы с вами провязали один раппорт в высоту, состоящий из 12 рядов. Далее повторяете раппорт, начиная с первого ряда. Получается, первый ряд вяжется ниточкой белого цвета, второй ряд также ниточкой белого цвета. И так вы повторяете данный раппорт, состоящий из 12 рядов, на такую высоту, которую вы рассчитали для своего размера ножки под свою плотность вязания до убавления петель на пальчике. Получается, я для того, чтобы вывязать необходимое количество сантиметров, которые я рассчитала для своего размера ноги, я буду провязывать 4 раппорта полноценных и 2 первых ряда с 5-го раппорта. И у меня моя заготовочка получится 16 сантиметров. Далее, после того, мы с вами будем делать убавление петель на пальчике. Встретимся, когда вывяжем всю высоту нашей заготовки до убавления петель. Я провязала основное полотно моей заготовки до убавления петель. И на данный момент, как я и рассчитывала, мое полотно составляет 16 сантиметров. Ширина моего полотна составляет 19,5 сантиметров. Вы, получается, вяжете данное полотно до убавления петель на такую высоту, которую вы рассчитали для своего размера ноги под свою плотность вязания. Получается, я провязала, смотрите, 1 раппорт, 2, 3, 4, целых 4 раппорта и 2 первых ряда с 5-го раппорта. И далее я делаю убавление петель на пальчике. Убавление петель делаем на протяжении 6 сантиметров. Беру ниточку синего цвета, и у меня сейчас идет по счету 3-й ряд 5-го раппорта. Убавлять петли мы будем в каждом лицевом ряду 1 петлю сразу после первой кромочной петли, 2 петлю мы будем убавлять в самом конце перед последней кромочной петлей. Все изнаночные ряды мы вяжем без убавления петель. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется рабочая нить.
И далее 2 следующие петли я переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провяжу как 1 лицевая за верхние правые стеночки. Мы с вами таким образом убавили 1 петлю. Далее смотрим. По схеме мы должны были провязать сейчас 4 петли лицевыми петлями. Но так как 1 петлю мы с вами убавили, поэтому мы с вами вяжем только 3 лицевые петли. Получается, первую петлю мы только что с вами провязали, далее вторая и третья лицевая петля. Следующую петлю снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее, как обычно, 5 лицевых петель. Петлю снимаю, не провязывая. 5 лицевых петель. Петлю снимаю, не провязывая. И таким образом мы вяжем далее, пока у меня на левой спице не останется 6 петель. У меня на левой спице осталось 6 петель. Первую петлю я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка за работой. Далее я провязываю 2 лицевые петли. И следующие 2 петли мне нужно провязать как 1 лицевая. Для этого я переверну петли, чтобы у меня правая стеночка лежала сверху, и провяжу как 1 лицевая петля за верхние правые стеночки. Последняя кромочная провязывается изнаночной петлей. Мы таким образом с вами в этом лицевом ряду убавили 2 петли. У меня сейчас идет 4-й ряд нашего раппорта узора. Все синие петли мы провязываем лицевыми. Все белые петли, которые мы снимали не провязывая, мы в этом ряду их также снимать будем не провязывая, рабочую ниточку будем располагать перед работой. Провязываем 4-й ряд самостоятельно, без убавления петель. Далее идет 5-й ряд. Получается, в 5-м ряду все синие петли мы должны провязать изнаночными, все белые петли снять не провязывая, рабочую ниточку будем располагать за работой. Получается, первая кромочная петля снимается не провязывая, и в начале мы в самом убавляем 1 петлю, провязывая следующие 2 петли 1 изнаночной петлей. Далее, как обычно, все синие петли мы провязываем изнаночными, все белые петли снимаем не провязывая. Рабочая ниточка за работой. И таким образом мы вяжем далее, пока у нас в самом конце на левой спице не останется 3 петли. У меня на левой спице остается 3 петли, и как мы помним, мы в конце ряда также должны убавить 1 петлю. Провязываем первую и вторую петлю как 1 изнаночная за верхние правые стеночки. Последняя петля кромочная. Следующий у меня идет по счету 6-й ряд. Вяжем все петли синего цвета лицевыми, все петли белого цвета снимаем, не провязывая, рабочую ниточку располагаем перед работой. Все изнаночные, получается, ряды у нас вяжутся без убавления петель. Провязываем этот ряд самостоятельно. Далее у меня идет 7-й ряд. Берем ниточку белого цвета, и 7-й ряд, получается, провязывается белым цветом, все петли лицевыми. Только не забываем убавлять петли. 1 в начале, 2 в конце. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет нити. Следующие 2 петли нам надо провязать 1 лицевой за верхние правые стеночки. Далее провязываем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У нас в самом конце остается на левой спице 3 петли. Первую и вторую петлю я также провязываю вместе 1 лицевой за верхние правые стеночки. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Следующий 8-й изнаночный ряд, также ниточкой белого цвета, я провяжу все петли изнаночными без убавления петель. Далее у меня идет 9-й ряд раппорта. Берем ниточку синего цвета. Получается, первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у меня меняется цвет нити. Сразу после кромочной петли мы провязываем 2 петли вместе 1 лицевой.
Развернула 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываем их 2 вместе одной лицевой петлей. И теперь смотрим, как у нас сместился рисунок. Нам сейчас нужно сделать протяжку таким образом, как мы вязали вот в этом месте. Смотрите, у нас здесь посерединке между вот этими вот протяжками располагается 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И я должна именно этой протяжкой сделать центральную нашу петлю. Получается, у нас от центральной петли в одну сторону 2 петли и в другую сторону 2 петли. Поэтому сейчас провязываем лицевыми петлями только 2 петли. Вот эту вот центральную петлю я снимаю, не провязывая, рабочая ниточка располагается за работой. И далее, как обычно, 5 лицевых петель. Петлю снимаю, не провязывая. 5 лицевых петель. Петлю снимаю, не провязывая. 5 лицевых петель. Петлю снимаю, не провязывая. Далее провязываем 2 лицевые петли. Следующие 2 петли перед кромочной я провязываю как 1 лицевая за верхние правые стеночки. И последняя кромочная петля. Получается, мы в начале провязали 3 лицевые петли, и в конце у нас также получилось 3 лицевые петли. Следующий 10-й ряд мы вяжем без убавления петель. Все синие петли мы провязываем лицевыми, все белые петли снимаем, не провязывая, рабочую нитку располагаем перед работой. Далее у нас идет 11-й лицевой ряд. Получается, в этом ряду мы должны все синие петли провязать изнаночными, все белые петли снять, не провязывая. Рабочая нитка за работой. Но не забываем убавлять петли. Получается, первая кромочная петля снимается, следующие 2 петли я должна провязать как 1 изнаночная за верхние правые стеночки. И далее, как обычно, все синие петли изнаночные, все белые петли снимаем, не провязывая. В самом конце, когда у вас останется на спице 3 петли, первую и вторую петлю вы провяжете одной изнаночной петлей и последняя кромочная. Далее 12 ряд вы провязываете самостоятельно, все синие петли лицевыми провязываете, белые снимаете, не провязывая, рабочая ниточка перед работой. Встретимся, получается, уже в первом ряду 6-го раппорта в моем случае. Я, получается, провязала целый раппорт узора, состоящий из 12 рядов, убавляя в каждом лицевом ряду по 2 петли. И у меня сейчас на спицах осталось 25 петель. Далее я самостоятельно провяжу необходимое количество раппортов, чтобы у меня моя заготовочка в итоге получилась 22 сантиметра. Также убавляя петли в каждом лицевом ряду по 2 петли. Сразу после первой кромочной петли мы провязываем 2 петли вместе, и перед последней кромочной петлей мы также провязываем 2 петли вместе. Все изнаночные ряды мы провязываем без убавления петель. Смотрите, главное, правильно располагайте вот эти вот протяжки. Получается, у меня сейчас идет первый ряд 6-го раппорта. Провязываем белой нитью кромочная петля, затем 2 петли вместе одной лицевой. Далее провязываем все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. Далее 2 петли вместе одной лицевой и кромочная последняя петля. Второй изнаночный ряд мы также вяжем ниточкой белого цвета, все петли изнаночные. Встретимся в начале 3-го ряда 6-го в моем случае раппорта. Получается, 2 ряда ниточкой белого цвета я провязала, и далее у меня идет 3-й ряд, и мы с вами в 3-м ряду должны распределить петли. Смотрите, каким образом. Беру ниточку синего цвета, первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у меня меняется цвет рабочей нити.
Следующие 2 петли я в любом случае провязываю 2 вместе одной лицевой. Для этого развернула 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их 2 вместе, как одна лицевая петля. И далее смотрю, в каком месте мне нужно сделать вот эту вот протяжку. Получается, между протяжками у нас располагается 5 петель. И центральную петлю, она у нас идет третья петля. Получается, мы ее должны сделать вот такой вот протяжкой. Получается, 2 петли я провязываю лицевыми. Вот эта вот третья петля, она у нас будет идти как протяжка, мы ее постоянно будем снимать, не провязывая. И далее, как обычно, 5 лицевых петель. Петлю снимаем, не провязывая, рабочая ниточка за работой. 5 лицевых петель. Петлю снимаем, не провязывая. И далее у нас остается 2 лицевые петли. Следующие 2 петли я провязываю 2 вместе одной лицевой. Для этого я разверну 2 петли, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху, и провязываю их 2 вместе, как одна лицевая петля и кромочная. У нас получилось с вами в начале 3 лицевые петли мы с вами провязали, и в конце также 3 лицевые петли. Четвертый ряд по изнаночной стороне все синие петли провязываем лицевыми, все белые петли снимаем, не провязывая. Вяжем изнаночные ряды без убавления петель. Далее 5 лицевой ряд. После первой кромочной петли мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И перед последней кромочной петлей мы также провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей. 6-й изнаночный ряд мы вяжем без убавления петель. 7-й ряд я провязала ниточкой уже белого цвета. Все петли лицевыми, также убавляла 2 петли. И 8-й изнаночный ряд я провязала также ниточкой белого цвета, все петли изнаночные. Встретимся, получается, когда провяжем всю необходимую высоту данной заготовки. Получается, у меня уйдет на убавление петель 1,5 раппорта. 1 целый раппорт и 8 рядов второго раппорта. Всего у меня здесь провязано 1, 2, 3, 4, 5 с половиной раппортов. Длина моей заготовки на данный момент составляет 22 сантиметра. Получается, заготовочка наша готова. Обрезаем наши рабочие ниточки. Смотрите, белой ниточкой я буду просто стягивать петли и буквально чуть-чуть здесь соединю на протяжении белой нашей полосы. А далее весь остальной шов я буду сшивать ниточкой синего цвета, поэтому синюю ниточку вы обрезайте немножко подлиннее. И у нас сейчас располагается 2 ниточки в самом начале и 1/3 ниточка наша наборная, когда мы начинали вязать нашу заготовочку. И далее я белую рабочую нить буду вдевать в иглу с широким ушком. Я вдела мою рабочую белую ниточку в иглу, переворачиваю мое вязание изнаночной стороной к себе, кверху. И теперь на иглу мы должны перенести вот эти все петли. Просто снимаем все петли на иглу. После того, как все петли мы перенесли на иглу, просто рабочую ниточку затягиваем. Вот таким вот образом. Чтобы вот здесь вот дырочки наверняка не образовывалось, я прошью по кругу эти все петли. И далее сошьем именно этой белой ниточкой вот эту вот белую петельку. Смотрите, вот этот вот край мы будем сшивать не за кромочные петли, а дужки петель, которые располагаются сразу за кромочной петлей. Вот эти, с одной и со второй стороны. Получается, вводим белую нить сразу за кромочной петлей. Вот в эти петли иголочку вводим снизу вверх с одной стороны. И таким же образом со второй стороны.
Еще раз с одной стороны и со второй. Далее выводим эту нить на изнаночную сторону, закрепим и обрежем. И, соответственно, вдеваем в иглу ниточку уже синего цвета. И дальше весь шов мы будем сшивать ниточкой синего цвета. Я вдела в иголку ниточку синего цвета, и теперь этой нитью будем сшивать дальше этот шов. Вводим иголочку снизу вверх за дужку, которая располагается сразу за кромочной петлей. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. С одной стороны. И таким же образом со второй стороны. Иголочку вводим снизу вверх. Смотрите обязательно, чтобы ваши полосы совпадали. Синяя с синей, белая с белой. И вот такой вот шовчик у нас с вами получается очень ровный, аккуратный, красивый. Далее я буду сшивать, получается, самостоятельно. Если посмотреть на готовом слитке, по синим полосам будем считать. 1, 2, 3, 4, 5 синих полос я буду сшивать. Вы, получается, можете примерять данный следочек на свою ногу и ориентироваться, хватает вам этого расстояния, либо вам нужно сшить меньше, либо больше для вашей ножки. Я, получается, сшила полностью весь шов в ниточку, разровняем, чтобы ничего не стягивало наш следочек. И вот таким вот образом все ровно и аккуратно у нас получается. Получается, если померить на манекен ножки, вот таким вот образом выглядит по мысочку мой шов. Далее рабочую ниточку вывожу на изнаночную сторону, закрепляю и обрезаю. И иголочку вдеваю уже в третью ниточку. Будем сшивать задний наш шов. И этот шов будем сшивать таким же образом. Сначала я иголочку в противоположную сторону вдену за 2 дужки кромочной петли. И далее, смотрите, вот у меня располагается кромочная моя косичка. Я вдеваю иголочку за 2 дужки петли, которая располагается сразу за кромочной косичкой. С одной стороны иголочку ввожу снизу вверх. И таким же образом со второй стороны. Получается, с одной стороны. И таким же образом со второй стороны. С одной стороны иголочку вводим снизу вверх за дужки петли, которая располагается сразу за кромочной петлей. И со второй стороны. Таким образом сшиваете далее вот этот шов. Шов разровняйте, чтобы ничего не стягивало ваше полотно. И когда у вас в самом конце остается примерно петель 5, вы вдеваете иголочку вот таким вот образом сразу во все петли по кругу. Иголочку выводим на изнаночную сторону и стягиваем все данные петли. Вот такой вот шов у нас с вами получился. Дальше рабочую ниточку нашу по изнаночной стороне закрепим и обрежем. Вот так вот наш следочек на данный момент выглядит. Остается сделать только обвязку по кругу. Мне кажется, с обвязкой намного лучше будет смотреться. Поэтому сейчас берем ниточку синего цвета, в моем случае, крючок 3-3,5 мм, и начнем обвязку именно вот этого края по кругу. Начинать я буду обвязывать именно вот с этого места. Получается, ввожу крючок, петлю за 2 дужки, подхватываю рабочую нить. И у меня на крючке получилась уже 1 петля. Далее ввожу крючок в следующую в кромочную петлю за 2 дужки.
Подхватываю рабочую ниточку, у меня на крючке 2 петли, и теперь эти 2 петли между собой соединяем. Получается, мы с вами обвязываем столбиками без накидов. В следующую кромочную петлю ввела крючок и соединила между собой данные 2 петли. И таким образом мы обвязываем полностью весь наш следок. Сильно край этот не затягивайте. Получается, далее самостоятельно таким образом обвязываем по кругу до того места, где мы с вами начинали обвязку. Я, получается, по кругу полностью провязала нашу обвязку. Край мы разровняем, чтобы ничего не стягивало наш следок. И теперь таким же образом я провяжу еще второй круг. Получается, ввожу крючок за кромочную петлю, уже вот эту синего цвета, вывожу вторую петлю и 2 петли между собой соединяем. Далее в следующую. Получается, ввожу крючок, петлю кромочную и между собой вот эти вот 2 петли соединяю. И таким образом я делаю обвязку, получается уже второй круг. После того, как мы с вами обвязали второй круг обвязки, край стал намного стабильнее, хорошо держит свою форму. Далее, получается, я рабочую ниточку обрезаю и просто вынимаю данную рабочую нить, петлю затягиваю. Теперь эту рабочую ниточку я самостоятельно спрячу по изнаночной стороне слитка и обрежу. И когда мы спрятали с вами все кончики, закончили обвязку, у нас вот такие вот два красивые слитка с вами получились. Все очень красиво, на ножки сидят идеально. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, спасибо за вашу активность. Всем пока-пока.